Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и мы на творческом канале «Красота в деталях». Очень рада всех видеть у себя в гостях. Сегодня мы с вами сделаем опять школьные бантики в бело-золотой цветовой гамме. Давно хотела именно в таких цветах что-то сделать, но вот вдохновение на меня снизошло, и получились это такие бантики-канзаши на резиночках. Очень легкие, воздушные, из стандартной ленты, стандартной ширины 2,5 сантиметра, двусторонняя лента атласная белого цвета с золотистыми краешками. Длина бантика 8,5 сантиметров, подойдет и на кончики косичек, и на хвостики, и смотрятся они очень даже мило и нарядно, подойдут для первой школьной линейки. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, оставайтесь, пожалуйста, со мной, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки, а мы начинаем наш видеоурок. Итак, друзья, для того, чтобы сделать вот такой замечательный бантик в бело-золотых тонах, нам понадобится атласная лента двусторонняя с золотистым краем шириной 2,5 сантиметра. Также тонкая атласная лента шириной 6 миллиметров для серединки бантика. Для декора бантика, для серединки я использую вот такой вот сутажный шнур золотистого цвета. Также нам понадобится бесшовная резиночка, либо заколочка, пинцет, зажигалка, ножницы, иголка с ниткой и линеечка. И также клеевой пистолет. Для начала, для украшения вот нашего бантика спереди, я использую вот такие лепесточки в технике канзаши. Нам понадобится 4 лепесточка покороче и 2 лепесточка более длинные, но сделаны по одной и той же инструкции. Итак, мы для лепесточков покороче отмеряем 4 отрезка длиной 8,5 сантиметров. Складываем наш отрезочек пополам. Затем складываем еще пополам вдоль нашей ленточки. И вот здесь в серединке мы должны приплавить, сделать такую небольшую складочку. Разогреть огнем, прижать пальчиками. Вот что у нас получилось. И теперь мы драпируем наш лепесточек. Таким образом загибаем. И еще раз загибаем краешки к серединке. Получается вот такой лепесточек. Зажимаем вот здесь пальчиками, отрезаем лишнее. Для удобства зажимаем пинцетом, чтобы не обжечь пальчики, и приплавляем огнем зажигалки, сплавляя все слои нашей ленточки. Вот такие лепесточки получаются. То же самое делаем с более длинным отрезком, чтобы получить точно такой же лепесточек, но более длинный. Складываем ленту пополам, складываем пополам вдоль ширины нашей ленточки, приплавляем серединку огнем зажигалки, прижимаем пальчиками, получаем вот такую складочку. И далее краешки всех наших слоев ленты складываем к серединке. Лишнее срезаем и склеиваем при помощи пинцета и огня зажигалки.
Получаем такие лепесточки. 4 более коротеньких и 2 подлиннее из отрезка более длинного. Для нижнего бантика нам понадобится 2 отрезка той же ленты длиной 20 сантиметров. Из него мы сошьем обычный бантик. Складываем ленту пополам, делаем складочку посерединке. Края прикладываем к серединке. И при помощи иголки с ниткой шьем наш бантик. Закрепляем иголочку, делаем узелок, и нижний бантик у нас готов. Тем временем у нас включен уже термоклей. И верхний бантик будем делать из лепесточков канзаша. Я беру 2 лепесточка покороче, склеиваю их вот таким образом на капельку клея. Отрезочек подлиннее вклеиваю ровно посерединке. И получается одно ушко нашего бантика. Точно так же делаем второе ушко бантика. Склеиваем 2 лепесточка покороче. И лепесточек подлиннее посерединке. Приклеим части верхнего бантика к нижнему бантику, который мы уже сшили, на термоклей. Переворачиваем бантик изнанкой к себе и берем бесшовную резиночку, чтобы зафиксировать ее к нашему бантику на капельку термоклея. Сформируем талию бантика при помощи тонкой атласной ленты, также у меня белого цвета с золотистым краем. Приплавим кончик огнем зажигалки и сформируем серединку нашего бантика. Серединку можно украсить любой красивой стразой, пряжкой. Или просто оставить атласную ленточку.
Сделаю несколько оборотов, чтобы резинка уже наверняка держалась в нашем бантике, никогда от него не отрывалась. Лишнюю ленточку отрезаем, подплавляем огнем зажигалки. Закрепляем на термоклей. Вот наш бантик готов. Теперь хочу украсить серединку бантика сутажным шнуром. Просто не мудрствуя лукаво, я взяла для основы тоже тонкую репсовую ленточку. Она более плотная, также шириной 6 мм. И просто как украшение приклею сутажный шнур. Вот таким вот образом к нашей ленточке. Примеряем нужную длину. Лишнее срезаю. Красивый шов можно заклеить кусочком той же самой репсовой ленточки тонкой. Вот такие вот бантики у нас получились. Длина нашего бантика составляет примерно 8,5 сантиметров. Спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Оставайтесь со мной, чтобы не пропустить новинки. Подписывайтесь на мой канал, а я прощаюсь с вами до новых творческих встреч. Пока-пока.